Нападение на иностранного оппозиционера в Киеве, шар-шпион или шар-контрабандист из Беларуси и масштабная амнистия в Мэриленде. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Нельзя дожимать, говорит украинский министр. Нужно создавать условия для возвращения украинцев из-за границы. Они сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И также и для нас. Путин отплывает в Корею вместе с учениями и программной статьей. Россия нынешняя стремится к тому, чтобы стать большой Северной Кореей. Кто станет следующим генсеком НАТО и на что идет главный претендент, чтобы получить эту должность? Премьер-министр Рютте письменно подтвердил премьер-министру Орбану то, что они обсудили. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Россия собирает ударный кулак на Луганщине. Аналитики канала Deep State насчитали около 10 тысяч оккупантов и 450 единиц техники на участке от Райгородки до Нововодянова, примерно в 20 километрах от поселка Боровая Харьковской области. Они прощупывали украинскую оборону на этом участке последние 3 недели, пишет Deep State. Противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новогоровка, а потом уже на Первомайское Чернещино. Путин хочет демократии и едет искать ее в Северную Корею. Перед своей поездкой он опубликовал статью в северокорейской газете «Нодон Синмун». Эта же статья опубликована на сайте Кремля. В ней Путин заявляет, что ценит поддержку КНДР в войне, повторил все, что говорил раньше о двойных стандартах США, о, цитирую, «Западе, который развязывает войну», конец цитаты, и напомнил, что его враги, цитирую снова, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории, конец цитаты. Участившиеся визиты российских делегаций в Азию, к тому же в расширенном составе, говорят о планах Кремля на этот регион. К тому же перед самим визитом российский военно-морской флот начал учения в Тихом океане. Пройдут учения в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Россия нынешняя стремится к тому, чтобы стать большой Северной Кореей. В плане того, что изолированности от мира и непрогнозируемости и агрессивности. Вот этой вот, причем иногда эта агрессивность, как у одних и у других, она вот такая ляповатая, да, она такая нарочитая. Поэтому здесь вот это их сближение совершенно понятно, потому что по большому счету больше никто сближаться не хочет. Китай на самом деле, насколько я понимаю, он осторожно относится к одному и к другому, в кавычках другу. Знает ли он, я имею в виду Китай, о том, что делают его вассалы? Да, знает. Дает ли он условно команды или закрывает глаза? Здесь вопрос. Но от этого, как бы результат от этого сотрудничества и действий, он не меняется. В Киеве напали на казахского оппозиционера Айдос Садыкова. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Садыков с женой. Она не пострадала. По поводу состояния самого оппозиционера национальная полиция не дала конкретной информации, а пишут только, что ищут нападавшего. Семья казахстанского оппозиционного журналиста и активиста переехала из Актобе после возбуждения в отношении Натальи Садыковой уголовного дела. Садыков известен своей критикой президента Казахстана и обвиняет его в пророссийской позиции. Нельзя дожимать, нужно искать подходы, считает украинский министр иностранных дел. В вопросе возвращения украинцев из-за границы нужно находить правильные инструменты и слова. Дмитрий Кулеба говорит, что страны, в которых находятся украинцы, чувствуют себя комфортно, ведь граждане там живут, работают и адаптируются к условиям. Но с другой стороны, правительства этих стран хотят помочь Украине вернуть своих граждан. Они сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И также и для нас.
Кулеба хочет показать, что в Украине можно жить и работать, а значит, нужно возвращаться. А западные страны могут в этом помочь. Про ситуацию мы спросили у украинского политолога, вице-президента аналитического центра «Политика» Олега Лесного. Ресурс — это плохо, гражданам говорить. Но если брать вот как термины, это очень выгодный ресурс для стран Запада. Это люди, которые мотивированы, это люди, которые хотят работать, это люди не приехали сюда, чтобы ехать дальше, это люди, которые адаптируются очень быстро, это люди, которые прогнозируемы по поведению, да? Для немцев, для поляков, для чехов, для кого угодно. И поэтому здесь прагматика включается и адаптируют этих людей к своей экономике, к своему языку, к своему быту и, в принципе, хотят, чтобы остались. Давайте будем честными. Но нам нужен тоже прагматичный подход, и мы должны понимать, что силой мы граждан не вернем. Просто не вернем. Чем дольше будет война, тем больше будут люди встраиваться в реалии, в быт, в учебу. Дети будут подрастать, дети будут учить иностранный язык, дети будут идти в школу и так далее, так далее, так далее. Да? Поэтому нам надо создавать условия, чтобы люди возвращались. Кто станет следующим генеральным секретарем НАТО? Один из главных претендентов, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вроде как заручился поддержкой Венгрии, пишет агентство France Press. Я с осторожным оптимизмом смотрю на Венгрию, говорит Рютте, который стремится убедить всех, что договорился. Но два источника Financial Times заявляют, что нидерландский премьер пошел на сделку с Орбаном, согласившись с тем, что Венгрия может отказаться участвовать в мероприятиях НАТО в поддержку Украины, которые будут проходить за пределами территории стран-членов Альянса. Премьер-министр Рютте письменно подтвердил премьер-министру Орбану то, что они обсудили. Это был хороший и открытый разговор, и оба согласились сосредоточиться на будущем. Ведущие государства НАТО настаивают на том, чтобы до саммита в Вашингтоне договориться о преемнике Йенса Столтенберга, у которого заканчивается срок полномочий. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия поддерживают Рютте в качестве такого преемника. Столтенберг покинет пост главы НАТО в октябре. Словакия может заявить, что поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве главы Североатлантического альянса. В то же время, однако, мы попросили премьер-министра и очень четко выразили необходимость того, что он каким-то образом выразил обещание и обязательство помочь в качестве нового главы НАТО решить вопрос о защите воздушного пространства Словакии, которое в настоящее время не защищено. Из Беларуси в Литву прилетел воздушный шар. Огромный надувной контрабандист оказался начинен сигаретами. 1250 пачек с белорусскими акцизами. Приземлился он прямо на контрольно-пропускном пункте на литовско-белорусской границе Шальчинин-Кай. К шару было прикреплено 2 GPS-трекера, которые отслеживали его местоположение, но ведь никак им не управляли. Литовские пограничники были удивлены таким способом неконтролированной контрабанды. Губернатор штата Мэриленд помиловал более 175 тысяч человек, осужденных за употребление марихуаны, что, по его словам, было сделано для устранения непропорционально большого влияния наркополитики штата на разные слои населения. Массовое помилование губернатора Уэса Мура, демократа, произошло после того, как в ноябре 2022 года жители Мэриленда проголосовали на референдуме за легализацию употребления марихуаны для взрослых. Я очень серьезно отношусь к этой обязанности. Именно поэтому сегодня утром с глубокой гордостью и трезвостью я помилую более 175 тысяч осужденных. И все же мы знаем, что легализация не повернет вспять десятилетия вреда, причиненного этой войной с наркотиками. Легализация не отменит того факта, что почти половина всех арестов за наркотики в Мэриленде в начале 2000-х годов была произведена за каннабис. Она не отменит того факта, что до легализации вероятность ареста темнокожих жителей Мэриленда за каннабис была в 3 раза выше, чем белых жителей Мэриленда. Мы не можем праздновать преимущество легализации, если мы не устраним последствия криминализации.
Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, и мы призываем вас не останавливаться на достигнутом, продолжать делать то же самое. Также продолжать ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Все это, правда, очень важно. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.